Доброго времени суток всем. Я честно пытался запустить стрим, но я пока не знаю еще, с чем это связано. То ли с тем, что у меня теперь более герцовый монитор, то ли еще с чем-то, но трансляция категорически не хочет включаться, а запись включается. Поскольку раз уж я начал пилить видосы по Mass Effect, надо это дело довести до логического конца, наверное, все-таки, несмотря ни на что. По крайней мере, по первой части так точно. В общем, с момента последнего стрима я тут разок возвращался на Цитадель. Чутка совсем там еще парочку квестов взял. Они все одинаково скучные, но проходить их, что называется, все равно надо. Только вот чтоб я помнил, какие именно они были, потому что это было в другой день. Каперы. Система отваги конская голова. Конская голова. Это у нас гамма-аида. Предел Кеплера. Вроде все по этим. В общем, конская голова, предел Кеплера. И еще что-то там. Вот тут конская голова, пожалуйста. Эх, красота, конечно. А, да, нескипываемые катсценочки. Не знаю, как, кстати, у кого это будет влиять или нет, но у меня теперь новый монитор, у которого еще есть поддержка HDR, которая теперь в игре включена. Насколько я знаю, YouTube это должен распознавать автоматически. Но факт, что оно теперь есть. Правда, герцовкой и максимальный FPS повысился, но для трансляции, по крайней мере через GeForce Experience, я все равно не могу задать больше, чем 60 FPS. Поэтому, увы, это не настолько сильно заметно. А вот и наш доктор Харт. А, нет, это меня рандомный челик попросил, чтобы я все это дело разведал. Ну, значит, высаживаемся и ждем еще один очередной бункер. Понятное дело, Эшли. Ну и Рекс. Я ему броню новую купил, кстати, забыл экипировать. Сейчас поставим. Еще один заснеженный мирок. Так. Рекс. Вот. Броня почти в 2 раза лучше. Ну, в 1,5 точно. Очередной зонд. Люблю зонды. Так. Нашли, ладно. Так, я где получается сейчас? Я в центре. Как минимум вот такие пирамидки, конечно, лучше разведывать. Все остальное уже, конечно, более опционально, но тем не менее это все експа, кредиты. И, по крайней мере, пока я не куплю все 4 пушки из спектровского набора, я буду считать, что мне нужны деньги. Твою мать! Мать! Отстань! Отстань, противная, я невкусный. Капитан Шепард, не могу быть вкусным.
подставиться под таран, иначе улетим вот сразу где-нибудь. О, нет, больше типа. О, не-не-не-не-не-не. Я не готов к такому близкому знакомству с лазильщиком. Если вы поняли шутку юмора. Зараза. Блин, вот то, что им такое упреждение сделали, конечно, искусственно, это такого точно раньше не было. Раньше они близко таким интеллектом не обладали. Вливались мимо, хитбоксы были просто гигантские и поломаны, из-за чего все равно урон проходил. Так как ты хорошо не маневрировал. И, конечно, это требует чуть больше скилла. Ой-ой-ой-ой-ой! Мать! Сука, хоть что-нибудь там разогрей. Фу. Фу. Нет. Вот это. Вот так в упор, конечно, я с ними еще и не это. Я, конечно, знал, что у них есть атаки ближнего боя. Но как-то не настолько близко, что ли, сталкивался. Не помню, есть возможность хоть как-то настроить масштаб интерфейса. А то что-то как-то... А, вот где ограничение частоты кадров. Оно есть в самой игре, надо тогда будет вылезти. А то просто у меня монитор, хоть и теперь имеет 144 Гц, однако моя видеокарта с ним не согласна. Поэтому приходится идти на компромиссы, что называется. Ну вот и выставил себе 90. И из-за того, что у меня выставлен это через именно напрямую управлением видеокартой, разбившийся зонт и мака. Ну, просто вроде тут еще вот одна метка. Потому что я ее закрыл. Короче, мини-карта врет, я понял. Самое страшное на этой планете мы уже раскатали. Надо просто наковырять немножко у Нигеля. Это что-то, который я разведывал. Точно. Молодец. Вот отремастерить иконки нормально, чтобы было по ним понятно, что тут ты уже был. Не знаю, сделать их зелененькими какими-нибудь. Это было слишком. Что вот не было, не знаю, серый, красный, какой угодно. А где был зеленый. Все четко, просто и понятно. Но нет, мы сделали бесполезный режим управления Мак, который ни хрена не удобный. Что не да, полезен. Так, это наш клиент. Похоже, перед тем, как умер или был убит, пытался отметить месторождение ископаемых. Но вот это тянет на месторождение. Непонятно только, что на него напало, и не нападет ли оно сейчас на меня. Вроде нет. Теперь главное успеть добежать. То у меня ни у кого брони исследователя нету.
или хотя бы экзоскелета медицинского. Я тоже сгонял на цитадель, присоединился. Там, кстати, выполнил еще один маленький квест от нашей знакомой доктора Мишель. Но это все было настолько просто и неинтересно, что я даже не стал насчет этого париться, что попало на запись. На самом деле, в первой этой части, кроме основного сюжета, маловато такого прям очень интересного контента. Но есть те, которые хоть как-то влияют на, так сказать, последующие части. Ну, путем, что встретишь ты какого-то персонажа или не встретишь. Это была очень сложная обработка, поэтому мой комп завис секунды на 3. Ремастер, блин. И, конечно, то, что на Мака добавили буст, это хоть немножко ускорит эти унылые операции. Где? Да, так точно не пропустил. Сейчас такой дергаешь месторождение кобальта, а он тебе такой: не трогай свечу! Может, кто-нибудь узнает отсылочку. Кстати, еще на цитадели последнего. Этот маяк был ловушкой геттой. О, курва! Вот это неожиданный поворот! На самом деле. Мне всегда будет загадкой, чем они атакуют. Ладно, там из своего, я не знаю, глазного там лазера щеляются, да? А вот все остальное... Путем. Ничего интересного. Так, и мне казалось, вот у меня лагерь наемников основная цель. Ну так, дополнительные экспо разжились. Вот жалко, конечно, что у них, я не знаю, наверное, просто не было желания. Вот, если взять Mass Effect Andromeda, то немногое положительное, что я мог бы отметить в ней, и что я, кстати, потерял на первом прохождении, потому что я поставил модификацию на возможность летать, это то, что твои спутники активно общались, пока вот сидели как раз-таки в этом самом Мака. Или как он там назывался? Намад? Да, Намад в Андромеде он назывался. То есть они могли обсуждать просто между собой либо текущую миссию, либо там просто какие-то житейские вопросы. И это было прикольно на самом деле, потому что для разных спутников были заготовлены разные диалоги. То есть не как в Обливионе могли вернее, абсолютно разные мобы обсуждать, как видел недавно грязевого краба, какие мерзкие существа, да? А именно свое и уникальное, и это было здорово. И вот на самом деле, будь такие диалоги, честно, вот было бы гораздо проще простить первому Mass Effect вот это унылое ё-моё. Ты на кого быкуешь? Танках для полноты картины. Играешь просто в ЛТ. Все. Все, врываемся. Так, почему дробовик? Почему штурмовая? Угу. Вот это такой довольно опасный вид данжей, потому что здесь очень мало места для отступления.
Если что-то пойдет не так, вас просто сожмут нахрен. Ага, братан. Именно так работают укрытия. Вот он иммунитет. 75% урона сжирает. Стоит в лицо мне. Так. Дайте вспомнить. Подходит. Перегревается, но надо отдать должное, что спектровская как минимум очень быстро восстанавливается. В отличие от остальных винтовок, я не знаю, кстати, на что на это влияет. О, средняя броня телохранитель. Телохранитель это, конечно, средненькая бронька, но может кому-то сгодится. Просто вот мощность радиатора, да, пятерка у этой. Допустим. Что мне это дает? А, ну да, это понятно. Ну вот, это разрядилось за 3 выстрела. Казалось бы, цифры были прямо противоположные, да? О-оу. Ну ладно, ты не Кроган, у тебя и обычный хватает. А где последний? В коридоре притаился или за коробом? Наверху, походу, значит. Не смог усидеть на жопе до моего прихода. Вот бы сделали хоть какую-нибудь пассивку, я не знаю, которая бы чисто уменьшала затраты выносливости на бег гребаный, а? Вот такая мелочь, но хочется нормально спринтить. Уни-инструмент хамелеоны, броня живучий 4. Умный инструмент. Да, в целом-то это на самом деле настолько мало влияет. Просто есть инструменты 10 уровня и есть все остальное. Все остальное здесь в этой игре в плане инструментов почти не чувствуется. Ну, побыстрее перезарядка, но в целом-то их и так много. Ты компьютерная консоль. Запись в кодексе, хер пойми какая. Ой. И больше лута. Капитан Уильям. О боже. С корабля великолепных. И он держит модуль данных. И что нам теперь этот квест скажет? Все, отправляться на цитадель, рассказать о судьбе. Я вот уже не помню, в какой-то, может, во второй или в третьей части был тоже очень похожий квест. Только там ты тогда этот корабль абордируешь, грубо говоря, и, собственно, еще успеваешь спасти. Ну, опять же, с некоторой вероятностью, исходя из твоих навыков красноречия. Так, ну все, мышенка. Можно, кстати, сгонять тогда на Новерию.
стали мелькнула в подсказке, а я ей не заметил. Что-то не замечал. Ну, впрочем, это все равно просто обычный коллектор. Стали мы уже давно сдали. Великолепно, это все понятно. Новерия у нас это город-синдикат, если я правильно помню. Тут будет парочка проверок убеждения, очень много гетов. Конечно же, покатушки на мака. Причем в этот раз мака будет местный. Если бы это еще на что-то влияло, конечно. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, arrival is not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Так-то лучше. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. Удачи. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. А, Джокер. Вот обожаю. Вот мелочь, но не доработали, да? У нас катсцена, где Шепард стоит там, а потом следующий кадр, бац, мы ровно бежим от этого все равно. Так, Эшли и... Да, Рекс, что тут думать-то? Элиара — единственный спутник, кроме Рекса, по-моему, который заслуживает здесь реально какого-то внимания. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Да, вот этот комментарий ежечасный. Кстати, да. Just like winter back home. А, вот они. А то я уж начал испугаться, что вас вырезали. That's far enough. I'm on important business. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. You first. We're the law here. Show some respect. I'm Captain Maiko Matsuo, Atlantis Risk Control Services. Ну, тут можно попровоцировать. All you need to know is I have more credentials than you. They plan to be trouble, man. I can't let you enter the port area without confirmation of your identity. Sergeant Sterling, secure their weapons. Ага. Don't try it. Nobody takes my weapon. Charge and lock! We are authorized to use lethal force. You have to the count of 3 to surrender your weapons. 1, 2, 3. Captain Matsuo, stand down! We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Ну да, ребят, надейтесь. Get out of here. Вне зависимости от диалогов, тут все одинаково будет. I'm sure Parasini-san will answer any questions you have. Помнится, вот как раз Новерия была продемонстрирована довольно рано. А вот та Паразини, которая нас только что пропустила. I'm Gianna Parasini, assistant to Administrator Analeas. We apologize for the incident in the docking bay. Someone pissed in your security chief's coffee today? She takes her job seriously. She is a valuable asset to the company. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Да, это, конечно, персонажик интересный. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? An Asari matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Saren's second in command. She's here? She's a threat to galactic peace.
I'm here to bring her in or put her down. The board doesn't like having outside problems dumped in its lap, Commander. Venezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Good. Give us directions and we'll be on our way. You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Pretty heavy security for such a small port. The Executive Board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. Is this privacy intended to hide illegal research? This planet is beyond the jurisdiction of the Citadel. The law is what the Executive Board says it is. Do you know how valuable this planet is? How many advances in genetics and artificial intelligence got their start here? Только искусственный интеллект Can we go in now? запрещен. Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. Опять же, в пространстве цитадели, конечно, но все-таки. Nobody lick any poles. Я тебя умоляю, Рекс, у вас на Тучанке также холодно. Вы ж Кроганы там устроили ядерную Welcome to зиму. Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Так, The managers warned us about you. ну я рад. Тут буквально парочка сайд-квестов, но сама миссия довольно длинная. This one offers greetings. You are the Spectre that visits Port Hanshan. News travels fast here. Indeed, esteemed Spectre. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I want to know where this package is. This one's customer prefers to remain anonymous. I'd be stupid to do this without knowing I'm not equipping my own enemies. Your words are not unreasonable. The customer is the Krogan called Inamorda. That one is a bounty hunter of some repute, and quick to anger. You understand this one's urgency. That other grows restless from the delay. I have no problem with that. This one humbly thanks the Spectre. The package will be delivered to your vessel. All you need do is bring it to this one. Please do not mention this to Administrator Analeas. That one would levy fees. Is there anything else this one might help you with? Can I buy something now? Is there anything in particular the Spectre is looking for? Ничего интересного. Greetings, Spectre. Have you brought the package? Of course. Ой. Фигня. Фигня, 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 фигня. А вот это вот купить надо бы. Так. Торнадо или ураган? Вот хищник точно хорошее дело.
Мне нравится продать весь мусор. А что игра классифицирует, блин, как мусор? Я бы, может, и пользовался этой кнопочкой, чтобы не тыкать все вручную. Какой-то ни хрена не продастся. Вот нажал преобразовать весь мусор. Где? Вот где? Хотя бы первый уровень вы можете уже потрошить, блин. Кнопка не работает, по-моему, просто. Кстати, Рекс. У тебя Вундеркинд тоже 4. Окей. Why would they have so many windows if all they see outside is snow? These people will smile to your face while they stab you in the back. I'm on duty, Spectre. I shouldn't be talking to you. Ай, пошли сразу. В порт больше точно незачем будет возвращаться. После этого сходим в бар, отдадим поставочку, получим еще несколько квестов. А вот тот лифт я не помню. Вроде это только в самом конце уже прям только откроется. Вот честное слово, если бы они еще, кстати, сделали возможность, как в третьей части, скажем, не использовать все оружие полным арсеналом, а абсолютно решать на свое усмотрение, как оно. Я бы, например, с чистой совестью выкинул дробовик, если бы это позволило мне быстрее двигаться или хотя бы медленнее уставать. Уж такие-то вещи, я думаю, достаточно просто было бы реализовать. Но нет, вот вам текстурки, и вот с вас 3500. А, ну да, еще худ. И фиксы багов. Надо отдать должное, хотя бы игра работает стабильно и не крашится. Поскольку вернусь я сюда явно еще не один раз. You're the Spectre, right? The managers warned us about you, Spectre. Ну, тут просто одни и те же реплики. Да, качество текстурок тут поверхности улучшилось. Раньше это были голые совсем стены, теперь они вот рифленые сделали. Это, а нахрена? Ну вот. Зато потому что мы могем. Что музыка так боевая заиграла. Хотя это просто бар. Excuse me, I need a moment of your time. А, помню. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. Strange people skulking in corners have gotten me in trouble before.
I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What's your interest in binary helix? They do genetics work. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Noveria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance. Discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. 500 credits. Смешно даже звучит. Interesting plan. I'm in. Excellent. Here's the cracking device. You will know it is done when it beeps. I've assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Tell me what you know about Vargas. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him distracted and off topic. He concluded I was not interested in his company's services. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. If you see that, I'll go see I him hope to now. hear from you soon. Так, Кин это по другому квесту, а где наш Варгас? Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. They don't write them down on thin strip. Full benefits, of course. No, sure, the company takes care of its own. Full insurance, pay vacation. Can I help you? Mr. Vargas, I'm Commander Shepard, a Spectre. I understand you work for Binary Helix. That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? Попробуем просто быть человечней. Actually, I wanted to warn you. An agent of the Aramali Council hired me to break into your network. She gave me this. A cracking device. I appreciate your forthrightness, Shepard. Now that we know what to look for, our IT people can have a little fun with the Asari. We'll isolate their viruses and feed them false data. If you'll excuse me. И что, ни хрена? Вообще ни хрена? Вот и сотрудничай потом. Ценю вашу прямоту, но вот тебе нихуя. Мешок. Ну, просто потому что, типа, тут есть варианты диалогов, а там нужно попотеть, чтобы получить. И так вот ты просто, типа, можешь срубить быструю награду, ничего не сделав. Видимо, от этого разработчики защиту сделали. Mr. Vargas? That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in ours? I might be. That depends on what sort of offer your company can make. It was my understanding that the Citadel contracted to a Solarian corporation for its enhancement programs. Mr. Vargas, I'm here to talk business with you. If you'd rather speculate on politics, I can visit another Gen Age firm. You have my full attention, Shepard. I'm merely getting a handle on my negotiating position. First, the boilerplate disclaimer. No genetic enhancement is guaranteed to take. We can maximize the odds, but every strand of DNA is unique. Our patented techniques can provide an 8% improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in CG muscle degeneracy. I've never heard of a technique that improves zero-gravity endurance. It's a first for the industry. The advent of element zero-based artificial gravity made it a less pressing concern. We're still waiting for tests to give us an average improvement. We estimate a 7 to 11% decrease in muscle loss rates. I can get you those improvements for 30k credits per head. For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package, guaranteed 20/15 vision and hearing from 12 to 22,000 hertz. Черт, мне не хватает красноречия. I'm sorry, I have a call coming. Sir. И это мой потолок, да, по красноречию. Ну, да, если бы я использовал героя, тогда было бы нормально.
ладно, у меня еще есть как минимум пара диалогов здесь, которые может что-то сдвинуть. Но вряд ли дадут мне левелап, да? А нет, опыта мне немножко совсем до левела надо. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Who might you be? Lorik Keen. For the moment, I am the manager of the Synthetic Insights Office. For the moment? Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeas' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Why didn't Analeas cancel your pass clearance? Why should he? There's nothing outside but snow and hungry Nathak. How did you get a pass? I'm a manager. Most executives on Noveria are free to come and go as they will. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analeas' thugs may be necessary. He has members of Hanshan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. If he's paying them under the table, they're mercenaries. I can kill mercenaries. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. Так, я не помню, на каком этаже был переход. Просто бар из нескольких отделений состоит, хотя вот эта зона вообще непонятна нахрена. Что у меня в этом баре FPS проседает конкретно. Хотя, казалось бы, чему тут проседать? Так, швейцар, это как раз вот тут пропуск, что он нам дал, вроде как предъявить. What do you want? I've heard Opal has something for you. Like I care that you know? You his courier or something? I was on my way to deliver it. Sit down a minute. I have a business proposal. I'm paying the Hanar more than I want. I'll bet he's paying you less than you want. Sell it to me directly. Sorry. I told him. You know him so well that he's earned your loyalty. I'll be here if you change your mind. А, я понял. Просто я уже забыл, для чего именно была эта возможность. О, это отключит подкрепление, как минимум, когда мы пойдем врываться туда. Но мне нужны, блин, очки героя. I'm sorry. The hotel is off limits to those without a corporate account. Если не здесь, то где? Там вроде снаружи был еще один лифт. Ладно, тогда смотаемся сейчас до Ханнера, отдадим ему посылку. Не знаю, даст ли мне это очков героя или нет, но, блин, я думал, у меня уже очков более чем достаточно. Я пришел в первую стартовую, блин, локацию, и меня сразу же пнули, что у меня недостаточно харизмы. Не, ну вроде бы там, если я соглашусь, то ничего такого. Greetings, Spectre. Have you brought the package?
The Spectre has done a great service. This one promised compensation for services rendered. It humbly suggests that a sum of... Would you have had any chance of getting this past customs without me? You can be a bit more generous. The other's words possess the discomforting ring of truth. This one could raise the sum to 500 credits. That is half this one's profit. That's thoughtful of you. This one is glad to have come to an agreement. I'm just... This one awaits your return. Так, обучение спектров, это у нас здоровье, точность, урон и длительность. Но я бы предпочел, конечно, сначала живучесть добить. А, вспомнил, там, когда именно к нему по дороге заходишь, это администраторшу и встретишь. То я все, и что-то ее хожу, ищу, это во второй части она в таверне будет. Да, Гайвар очень много персонажей из части в часть передает. How can I help you? I'd like to speak to Annaleas. One moment, please. Mr. Annaleas? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. How can I help you? Nothing right now. Very well. После разговора с ним, значит. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain spaceborne vagabonds. I'm here as a Spectre, not a human. Keep that in mind. Believe me, that is foremost in my mind. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the Executive Board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. And I represent the second guessing of galactic law. Just so we understand each other, I will not allow you to harass our clients. This world is private property. Do you do business with Saren? Agent Saren? One of your Spectre compatriots? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Noveria's backers. Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. I've heard an Asari matriarch is here. Venezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Forget him, Commander. If he won't play ball, I'm sure someone else here will. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. You let Asari who can kill you with their brains run around, but give us flack about guns? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Venezia from taking them. Да-да, десантницы очень сильные биотики. Когда с такими сталкиваешься, улетаешь в стену очень быстро. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She's here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. А спросить, что за события потребовали внимания, мы уже не можем. Back to my other Every question. minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. I have no more questions Good. at this. I received a dozen urgent messages while you did it about. Blah, blah. How can I help you? Nothing right now. Very well.
Странно. Ладно. В общем, это лифт отсюда. Там торговец. Лифт в отель. Лифт Synthetic Inside. Полагаю, мне нужен вот этот. Ну, этот мужик просто скажет, что дальше нам идти нельзя. Spectre, right? Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for my Eagles people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. What can I do for you today? You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Analyus. And a matriarch came through. You know where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact. What was that about Synthetic Insights? Scuttlebutt says Laura Keene was on the take. So Analyus shut down SI's offices. Quiet like, so no off-world lawyers come in on it. How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Analyus for the managers, if you can polish enough gizzard. Maybe you could let me borrow yours? Sure, if I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm. Security tracks card use. What do you do here? I'm the chief mechanic for Hanshan. Just call me Lee. Humans have a problem saying my full name. Got a team of 12 under me, keeping the shuttles coming and going. I have to go. You need anything? I'll be here. Ну, этот мужик здесь просто, чтобы подтвердить твой пропуск. А пока немножко постреляем. Да, ребята? Freeze! Hanshan security. This office is sealed. What'll you do if I don't? You're the Spectre, right? Laura Keene is under investigation. Analyus is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Analyus has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Логика, да? То есть пару человек мы увели, а дальше все равно куча красных точек. I'm on it. Лежать. Ну, где вы там? Знаете, мне хочется попробовать взять Гарруса, чисто посмотреть. Вот его точность хоть на что-то влияет все-таки или нет? Может, хоть ремастер? А то я смотрю, как ведет огонь Эшли. Вроде у нее винтовка довольно-таки точная. Ну, 30-ка, это нормально. Правда, у Рекса еще точнее. Однако урона вообще незаметно. Реально, надо попробовать следующую миссию. Вдруг, как в сказке, Гаруса начнут ценить за то, что он будет хотя бы попадать. Хотя, зная эту игру, по крайней мере, до ее ремастерного состояния не будет.
Теперь у нас есть выход наружу. Однако, почему-то упорно... А, вот. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. Do you plan on making me leave? Leave? You think I'm gonna let you walk out? Annaleus would throw you off world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? You're breaking the law for bribe money. You know what we do to dirty cops on my world? Ну, тут вообще честно могу сказать, что мне выбора не I оставили. didn't want to fight them. They fired first. Well, I don't need a gun to rip you to pieces. Все. Еще два внизу. А вот это как раз лифт, чтобы слинять отсюда, хотя кого тут, блин, боятся, на самом деле. I will destroy you! Ага. Долго думала. А вот последний хрен знает где. Не видно даже по миникарте. А, вон он. Ага. Обязательно. Зараза. Где ты? Что тебе? Ну, лень мне спускаться вниз, понимаешь? I'm a little busy here. Бой закончен. Не звезди. Средняя броня исследователь. Но это фигня. Нагината тоже фигня. Цунами обладает чуть лучшей точностью. Но в целом того не стоит. Больше мини-игр, полумини-игр. Да блин. А, нет, тут не лифт. А вот и ты. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? Of course not. Why would I? Don't play me, Shepard. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Ну, наконец-то. То я все волновался, где же этот диалог. Наверх не подняться. Вот, кстати, еще что они могли сделать. Они могли на радаре сделать нормальное обозначение хотя бы лестниц. Хотя бы. Не только лифтов, но и лестниц. Уж думаю, это им вполне было по силам. Потому что уникальных локаций по планировке здесь мало. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Annaleus' corruption. I've been undercover for 6 months.
I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. You work for Analaeus. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, this month I stole 3 million credits. Keen's testimony and records are everything I need to prove Analaeus' guilt in one package. Why don't you ask Keen directly? I'm Analaeus' secretary. You think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? I thought corruption was the rule on Noveria. The rule is don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Analaeus is driving customers away. I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Your call, Commander, but I say we help. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. What's happening up on Peak 15? Before the weather closed in, Hanshan received a Code Omega signal from him. Code Omega means a terminal breach of safety protocols. No one goes up until the crew sends an all clear. That doesn't tell me much. That's all I've got. No one knows what's going on up there. And if the crew never sends an all clear? The executive board votes whether or not to destroy the facility. One antimatter warhead from the battle stations vaporizes all contaminants. How can I get to Peak 15? The shuttles are down, so you'd have to drive up. If you get Keen to testify, I'll get you into the garage. Do you know why the matriarch is here? Something to do with Peak 15. She arrived after we received their Code Omega, the automated warning of a containment breach. She came with an escort of Asari commandos. They took the last shuttle up to Peak 15 with a load of crates. Do you know what she had in the crates? No idea. The commandos wouldn't let anyone near them. They seemed heavy, though. Keen is offering to pay me. I can produce a copy of Analaeus' pass for you. I can't move large sums of money without someone noticing. Alright, I'll talk to Keen and see if I... Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Ну шо, Кин. Вроде его не трудно было. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Analaeus. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Everyone on this station is chafing under Analaeus' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. If these executives don't blame Analaeus for provoking this, they're fools. You should eat them. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well, I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Так, а она вернулась в этот самый, да? Однако реплики не двигаются. Потому что полоска эта заполняется чересчур медленно. Даже все мои реплики нельзя сложить так, чтобы это сильно много выхлопа. Да, красноречие, блин, надо добивать. А набивать-то его особо негде, в этой игре не погриндишь. Пару диалогов я, конечно, запорол, но это пару. Хотя на самом деле вот система героя-отступника, я был бы рад, если бы она была не настолько требовательной все-таки. То есть, ну да, безусловно, ты должен иметь определенный там ранг, чтобы убедить человека сделать то или иное действие. Но твою мать, ну сделайте вы меньше ступенек, а? Не сколько их тут? 15? 10, 12, хорошо. Не 12, сделайте вы их, я не знаю, 4. Типа, чтобы убедить обычного человека, чтобы убедить там, не знаю, человека при исполнении, чтобы какого-нибудь там, я не знаю, крупного начальника и вообще политика. Все. Spectre, have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keen has agreed to testify.
That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. Doesn't this help you? You don't seem particularly happy. I'm ecstatic, but right now, I just feel like a long day of work is ending. While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. И да, пиво она действительно нам поставит при следующей встрече. Однако, увы, то, что тут ушел, дает нам всего лишь один несчастный сейф. Сейф с херней, как обычно. Every time I come here, there's a damn blizzard. Ну, короче, у меня не осталось тут никаких активностей, поэтому, чувствую, придется мне пока что уложиться усиление щита и идти по сюжету. Ну, либо попробовать с ними поговорить и добить квест так. По-моему, там просто все, что изменится, это то, что ты, ну... Это... Спишется с тебя денег на то, что ты, естественно, никогда не получишь. I heard the administrator's been arrested. Any chance you had something to do with that? He was corrupt. Most people here are. I wish you could take them all down. So what can I do for you today? I have to go. You need anything? I'll be here. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out. Что у тебя с глазами, твою мать? Вот, кстати, насчет этого наткнулся недавно на интересный факт, что, оказывается, у BioWare, когда они разрабатывали оригинальную трилогию, была отдельная группа разработчиков, которая занималась только, поведением гребаных глаз. Из-за чего в оригинальной игре таких проблем не было страшно. Твою мать, что это очень, да? Как я люблю перегрев. Fan out and secure the area. No one gets in or out. What did you do here, Commander? Only what I had to. I didn't ask the Geth to attack. Geth, you expect me to... Where did they come from? The Asari bitch came with a bunch of cargo. They were probably packed in those. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia-sama's containers were packed with these things, there are many more out there. We may be seeing a lot more of these things in the coming months. For 3 centuries, everyone has said the Geth don't come out of the Veil. What is happening out there? I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic. Если честно, я не помню этого диалога. Ну, не знаю почему, но не помню. Может, я просто ленился с ней говорить и сразу шел, да, вперед. Ну, не сказать, чтобы диалог сверхважный. Важно то, что впереди начинается моя любимая часть, этой миссии. Почти, ладно. С этим лабиринтом дальше будет еще веселее. Дом-дом-дом.
И нет, вариантов передвигаться самостоятельно тебе все равно не дают. Ты обязан ехать на мапу. Не только из-за дистанции, которую задолбаешься бежать. И опасные следы, которую не преодолеешь без специального оборудования. Ну и да, в этой игре никогда не было невидимых стен для транспорта. То есть можно спокойно улететь здесь с обрыва. Так что диалоги про то, что видите аккуратно, не лишены смысла. Да, едешь такой, едешь, все нормально, тут 20 ящиков. Как тут стоять? И, кстати, впереди что-то есть, но, насколько я помню, здесь большая часть придется с турелями бодаться. Господи, что вы там хотите мне доказать, а? Вот честно, я не понимаю, зачем вообще было ставить противников обычных, разве что можно пушкой их массово взрывать. Что в остальном они здесь просто, может быть, даже прорашивают. Они даже через щиты пробиться не могут. Локального какого-то дамага здесь не могут нанести машины. Это одно целое. А щит все равно со временем перезаряжается. Кстати, посмотреть, что вообще-нибудь по модам изменилось для Mass Effect. Все-таки прошел уже месяц, наверное, точно. И больше. Кат-сценочки. Я стесняюсь спросить, как же накачаны эти, команда, если они могут в состоянии тащить гребаный танк. Хотя как, они же биотики отключают массу пластика. А танку просто пофиг. Больше лута, богу лута. Надо отдать должное, в последующих частях лут был не, так сказать, вот таким рандомно генерирующимся в больших количествах, а буквально, ну я не знаю, там 2-3 сейфа на миссию. Ну и какой-нибудь там ствол, либо улучшение снаряжения конкретно. То есть там не было такого, что вот у тебя 100-500 экзоскелетов 4, а потом ты апнулся в уровень, у тебя пошли экзоскелеты 5. То есть такая вакханалия с лутом, конечно, только в первой части. Куда деваться? Девушке надо. Чтобы хотя бы троих-то оперативников оснастить нормально. Однако впереди показывает, что есть турель. Сейчас еще несколько танков высадят, и мы доберемся до вершины 15. Ну и турели еще парочку. Они уже ведут огонь. Еще левелап. Правда, я не знаю из расчета на что. В этом плане разработчики явно поленились.
просто огонь на такой дистанции это просто расходование боеприпасов. Так. Ну, не знаю, даже физподготовку добить. Пожалуй. И теперь мне ничто не мешает. Кстати, спецназовец у нас что? Перегрев, перегрев, перегрев. Хотя, блин, это снижает перегрев чертовых снайперских винтовок. Это же классно. И да, я в штурмовые винтовки все-таки не могу. Это Гарус только может. Кстати, было разок, что я улетел здесь в обрыв под самый конец миссии. Что? Переигрываешь всю миссию с момента выезда. Бесценный опыт. Здесь я его не повторю никогда. Конечно, трудно судить эту игру, потому что, блин, для 2000, ну, наверное, все это дело было круто. Но прямо сейчас играть ни хрена не. Первую часть, во всяком случае, у нее реально слишком мало чего-то прям действительно классного. Так, это был сейф. И вот что самое обидное, мака ты сюда внутрь загнать не можешь, хотя было бы круто на самом деле. Блин! Гребаный рокет лаунчер. Все из-за того, что я перегрузкой попал не в того. Так. Эта падла все равно жива. Грёбаные джиггернауты! А главное, мои двое болванчиков. А чё, где, что, куда, почему? Как там, я уже забыл эту хренотень-то взывали из Корсаров. Это реально флешбеки. Ремонтный дрон. Вообще-то он ракетный. Шатдаун, мазерфукер. И у них нету сменного оружия причем. Робин залип. Он настолько не видит. Охни нахрен. Нет солдат. Здрасте. Ай, почему до сих пор не перезарядилась? Можно перезарядить уже, чертовы. Умение. Чтобы посмотреть, как эта падла отрегенилась на фулл. Чертова крупная. И вот
даже полностью такой выстрел не пробивает. Вот сколько уничтожения наносит? 200 урона оружием, да? Удвоенный выстрел. И можно раскачать до утроенного. И еще на 20% усилить. И это даже не максимальная сложность. Их просто хрен убьешь. Virtual intelligence user interface offline. Ну, We'll need to get main power back. Just like winter back home. Ага. А то ящички. Легкая броня убийца. Убийца, помнится, хорошая бронька. Наемник для Гаруса — это хорошее дело. Это я одобряю. Страйкер. Ну, естественно, страйкер хуже. Мне нужна спектровская пушка. Даже если я продам весь свой инвентарь, я столько не наберу. О, а у тебя очень даже сгодится. Где там этот ИИ-то включался? Не помню. Прям вот вообще не помню. Давай, тут можно залезть. Да зачем? Я реально не помню. По этой лестнице и наверх. Я что-то думал, она тупиковая. Ну да, нельзя бегать. Ты спасаешь галактику, но ты гребаный в рот не можешь пробежать дольше 3 секунд. Так, это турели. What moron installed these turrets facing backwards? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Правильный вывод. Так, больше лута, богу лута. Вот все равно я не знаю, как можно было сделать такой удачный первый Dragon Age, такой хреновый первый Mass Effect, хотя год выхода у них практически не отличался. Ну хотя как, первый Dragon Age это 8-9 год, и в разработке она была 7 лет. Mass Effect, по-моему, он делался года 3-4. Здрасте. Чудо. Рекс хотя бы стрелял. Эшли, у тебя какие оправдания? Смотрите, какая интересная стена. О, да ладно, там хоть кто-то... А нет, ни хрена. Не хотят они идти вот так. Ой, не хотят. О, горб свой убери! Здрасте. До свидания. Железка калашматищей. Вот ж не думаю, что Mass Effect'ом в первом Mass Effect'е так трудно играть снайпером. А чё? Её же и так пушка просто в руках. What was that? Probably debris. Don't have a panic attack. I'll protect you. Да, Рекс. А как долго вы не убираете свой мусор? Пока он превращается вот в это. Это как раз-таки рахни. Пока что это просто кислотная ёпарасоте.
которое, тем не менее, надо как-то отстреливать. А теперь это не ее красота. Ой. Так, какая там кнопка? В? Это не он. Да уж. What the hell were those things? Damned if I know, but someone on this mountain does. Да, только самое страшное, что в случае с рахни, если ты техник, тебе вообще абсолютно ничего не поможет. Потому что это чисто их органика. Они не оснащены никакими девайсами, у них нету щитов. Они просто страшно живучие. Из-за чего техникам проходить эту миссию гораздо сложнее. И вот еще один намек, что здесь нужен нормальный биотик. А Рекс ни хрена не биотик, а Кайдена здесь просто задавит нахрен интеллектом. Хотя можно было, конечно, его попробовать взять, но уже поздновато. Так, тут еще один лифт. Не. Сюда никак. Да, в принципе, никуда никак. Администратор Тартаковский. Больше я этот транспорт-несущий крейсер использовать не буду. 3 партии груза потеряно в системе Македонии в течение 1 месяца. Ну, короче, у нас появилась теперь на карте дополнительная миссия, где будет еще рахни. Хотя мне казалось, единственная миссия, в которой будут замешаны рахни, это Цербер. И она как раз таки появляется тоже вот после этой миссии. Может, просто я... и не находил раньше этот журнал. А миссия все равно появилась, а это просто так намек. О боже, о боже. A backup power system. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. Nobody lick any poles. Понятно, по кругу просто вставляет. Какой у меня медицинский интерфейс? 5, а 6 нема? Ну так, совершенно случайно. Нет. Эх, как хочется нормальной броньки. На 2 слота. Вот здесь надо спуститься и что-то сейчас настраивать. Не помню что. Но надо. Для активации переверните модули на 2 ядра из 3. Так, намек понял. Чё? Куда 4 у недели делось? Я ж помню, было. Я вроде потом и мак это не чинил особо. Кстати. Вот здесь же еще много всего есть. Которая почему-то здесь не отображается. Я не хочу вспоминать, честно, как оно делается.
like you're trying to restore this facility. Would you like help? Блин, я раньше это не говорил. How do I shut this thing up? This system is Субтитры monitored to очень respond to the совпадают. name Mira. May I ask your name? Commander Shepard. I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shutdown in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure. Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you unleash to sleep. Вопрос, как долго ждать? What are the landlines and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. How do I reconnect the landlines? The landlines are designed for easy reconnection. The router for the landlines is on the roof of operations. Simply activate the controls and the hardware will reconnect and reboot automatically. Шикарно. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation 2 breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shutdown and evacuation initiated. Code Omega sent. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Now exiting to the roof. User alert. Быстрее, чем я ожидал. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Как-то я себе по-другому крышу представлял. Да ладно. Ой, господи, помоги. Твою мать. Ребята! Чё вы к ним подходите и все время им третесь? Убивать их надо. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Эшли, ну ты не сдохнешь, User alert. да? Landline connections are disabled. Online. How may I assist you? Завалить хлебальник. Вот как ты можешь ассистировать. That's all I need. Very well, Commander. Logging you out. О, биоусилитель вундеркинд. Вундеркинд 6 это всяко лучше.
Хотя они не намного отличаются на самом деле. Стоп, это... Что тут таким желтым все горит? Так, где там та штука, которую надо воткнуть? Online. How may I assist you? Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific... That's all I need. Very well, Commander. Logging you out. Вот. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Connections restored. Processing new data. User alert. Unable to connect to hot lab facilities. Do you know why the reactor? Emergency. What do I need to do? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done. That's all I need. Very well, Commander. Logging you out. Да логин ты. Я не вижу некачественный ремастер. Ну что поделать? User alert. Да завали ты shut down хлебальник. in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Вроде бы к реактору надо тогда двигать. Больше лута. Фугаска 6. Только что вставил фугаску 5. Ну вы издеваетесь. И вы все равно не пользуетесь. Только если не наступает прям какая-то совсем жопа. Впрочем, зная рахни, это может быть та самая жопа. Никаких тебе маркеров. Просто бреди на все варианты. Надейся, что идешь правильно. Нет, походу это откуда мы пришли. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Ну ладно, не сюда, значит и не на крышу, там еще один вариант всего оставался. Так я думал, я зашел вообще как раз в ту дверь, которая к реактору вела. Неловко вышло. Вот сюда мне тогда получается. Правильно же? Now entering main reactor. User alert. Да завали ты хлебальник. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Ну чё? Маленькие или большие? Большие или маленькие? Сейчас полезут со всех щелей. Экзоскелет это... О, криозрывчатка. Кстати, не помню. В мусорке хранить панацелин. Ну почему бы и да. Щит. Так, приятель. Ломать. Хотя он тоже будет просто стрелять в стену. Ой, блин, еще один. У меня умение на КД. Ребята. Я же забыл, что геты тоже умеют до хрена. Шатдаун. Кто? Оу, щит. Нет,
здесь не получится. User alert. Main reactor shut down in accordance Ракета with тоже вела emergency дорогу containment приключений, procedures. потом его прострелили Manual нахуй restart колено. required. Так, здесь вроде просто нет. Тут терминал, но я не вижу никакого пульта управления. Если вот здесь повыше. Больше лута. Когда-нибудь все это продастся. Так. Я очень хотел хоть как-то улучшить свои навыки обращения со снайперками. Давай хотя бы единичку сюда вкинем. Кстати, я не помню, у меня как с первой помощью? У меня все очень плохо с первой помощью. Эшли, а качай как ты нахрен первую помощь, а то если я еще и в нее буду вкладываться, я вообще никогда не прокачаю стволы. Что тебе сказать, Рекс? Давай дальше барьер качать. О, Господи. С радиаторами все понятно. Стабилизатора. О, 6-й есть. Погоди-ка, а рельса там... Нет, все еще хреновая. Вот начиная с 8-й она не 20%, а 10 тепла всего лишь дает. Гидра все еще фигня. Так, а где пульт управления-то всего этого дела? User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. А, так можно до нее добежать, и она такая: а, да, сейчас все отключу. Вот логика, да? Это единый, так сказать, вроде как, шоп его разум. А, нет, вот оно. Online. Connected to subsidiary facilities. How may I assist you? What's this about loose contaminants? Dangerous biological agents are present in the tramway decontamination chamber. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail-safe plasma jets is recommended prior to access. Override. Open the doors now. Very well, Commander. Releasing safeties. Proceed at your discretion. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you А out. завали-то уже хлебальник. Гребаный VR. Так, а куда нам теперь? Хорошему на монорельсы. Куда отсюда на монорельсы? А, прямо.
получил опыт Унигель. За что? Now entering decontamination and transit hub. Ну, держись. Ща будет No весело. hazardous or unauthorized materials detected. Да. По-любому. А ща будет. Ага. They're locked in. We could hotwire the door. Looks like the trams to the subsidiary stations are beyond it. Откуда ты взялась нахрен? Просто откуда? Тут даже вентиляционных никаких шахт нет, то есть только отсюда как-то, и то не факт. Control group, losing them. They're in. Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? Damn shame. God only gives you one life. Да, Эшли много чего Online, обсуждает. connected to subsidiary facilities. How may I assist you? Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Give me a status report on the hunt. I am sorry. The network connections to the labs have been damaged. Data? You have no idea. I'm afraid not. My last log entry is short. Very well, Commander. Logging you out. Короче, только открывать. Ну что тогда? Fire in the hole! Да я хотел гранату кинуть, твою мать! Вау, она все-таки взорвалась. Ребята, а как насчет вы сходите в атаку? Ну, конечно, стекла, блядь, непреодолимое препятствие для того, чтобы командовать. No can do. Инвалиды гребаные. О, хоть один. Молодца, Рекс. Ёбаный карась! Эх, это было чуть стрёмно. Пробуем еще раз. Вот играй снайпером, а мы тебя будем пихать противника в метре от тебя. А вот это уже монорельсик. На монорельсе мы пойдем в станцию, где будет у нас эндшпиль этой миссии. Но не думайте, что это будет быстро. Это первый Mass Effect. Быстро тут только Шепард выдыхается во время бега. А, все-таки есть затемнение. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Пока все весьма закрыто, пока мы не наведем порядок. Здравствуйте. Stand down. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Can those things work a train's controls? Hell if I know. I'm not assuming any goddamn thing. Look, you're human and that's enough that I won't shoot. But I'd like to know who you are. My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. First we knew the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. I'm packing fire and steel. They want to fight with claws and teeth, it's their funeral. You got my support.
The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. Venezia. I don't know. I don't see what one person could do. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. It can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. How are your people holding up? We weren't expecting the initial wave. They made it inside. We lost some good people. Those of us left are short-handed. We've kept order by long shifts and stems. I don't like it, but I don't see an alternative. You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice. Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. Got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen. I'm not sending my people down there. It's too dangerous. Understand? Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. I need to know more about the situation in the hot labs. The facility's off the network. The only way to find out is to send scouts down the elevator, and I won't send my people to their death. What can you tell me about the aliens? Ask Dr. Olar. He's the only one who made it out of the hot labs. He's the only Volus left in here. Ага, это Волус. Ну да, я помню его. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? What kind of research is done here? Beats me. I'm not supposed to know. So long as people don't start dying, it's not my problem. Tell me about the defenses here. Secure enough that you shouldn't poke in corners. I was just impressed with your operation. Being able to weather a week of assaults is no mean feat. Only the best get assigned to high-security facilities like this. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. The security hub's the last logical fallback, and we'd have cover from the turrets all the way. I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Фух. Теперь вопрос, а я откуда пришел? Ну, судя по всему, есть только вот здесь какой-то тупиковый. Thanks for the help. Every few hours a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Так, как понять, кто из них я? Ага, я смотрю сейчас на второй лифт, который не работает. И тут единственный островок обитаемый, где, тем не менее, есть квест другой. Здесь ни хрена, но где-то тут точно был терминал, по которому можно выключить часть турели хотя бы, потому что их там много. You're not going to go to the hot labs, are you? Where did they come from? Were they in the lab? I never went in the high security areas. То есть это носит название как офис, однако в нем нет абсолютно ни хрена. Я надеялся, это здесь будут эти самые. Так, вот ты, с тобой что-то было, а ты торговец. Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively, I am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days. For now, with forced cheer, I still have a limited supply of equipment to sell. Given the situation, you should freely contribute to the defense. Pointedly, I give freely to Captain Ventralis.
You, delicately, are not paid to protect us. Let's have a look. Regretfully, most of my stock is being appropriated by Captain Ventralis. Сначала он говорит, что он с ними поделился, а потом он говорит, что у него их забрали. Штурмовая винтовка Ковалев. Да, это серьезное дело уже. Правда, это серьезное дело и стоит, будь здоров. Ну, можно для Эшли купить, конечно, но мне кажется, ей ни хрена не поможет. Так, броня фигня. Биоусилитель фигня. В общем, единственное, что у него стоит внимания, это вот эта штука. Отрабатывай теперь эту винтовку гребаную. Она в разы точнее, у нее еще один слот под... О, кстати, я и давно не менял патроны. Так, ну что, давай криопатрошки, мои любимые. Тоже все плохо. О, вот это хороший апгрейд. Увы, все еще не дающий этого. Последние криопатроны трачу. Так, гром, конечно, менее точный, но гораздо более убойный. Хищник же шестой, не сильно домашний, но все равно. Так, а цунами нет. Я надеялся на пистолетик какой-нибудь промежуточный, но походу мне придется обходиться с тем, что есть еще. Короче, понеслась. Все, что четвертого. Да и по большому счету 5-го уровня, наверное, можно продавать нахрен. Ну вот, у меня уже денег стало просто дофига. Осталось дожить до интенданта, чтобы закупиться у него спектровским снаряжением. Так, цунами относительно хищника. Менее скорострельный, значит, скорее всего, с отсечкой по 3 выстрела работает.
Понятно. Все модули 5-го уровня можно продавать эти. Ладно, пойдет. Просто тут есть ограничение инвентаря, и рано или поздно перестанут вещи новые вообще засыпаться туда-то, иначе. What? No! Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Alice over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. Да, он-то очень знает. How are you holding up? It would be petty to complain after showering off a coworker's brain. None of us have had enough sleep since the attack. Of course, not all of us have guns. Я только что продал вам оружие просто тонну. What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. The location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't exist here, just walls of ice and rock. There's only the work, the discovery. It's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. What do you know about the Hot Lab? Nothing, I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. Is he in the medical ward? No, he's staying in the science team's quarters. Be gentle with him. He had a trying experience. What do you do here? I'm a toxicologist. I can't talk about my work. Not that I'm doing anything since the accident. There was an accident here? I can't talk. Talk to Dr. Cohen in the medical ward. He was the project lead. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Так. Сюда, если я прямо сейчас пойду, меня будет стрелять все живое. Поэтому я хотел бы этого избежать. А, стоп. Надо с той Азарией поболтать. Уж с ней, да, тень Рекса видно через дверь. What? You're a member of the science teams? Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. That's a bit technical for me. I am very good at tracking inherited variations in genetic sequences. I'm sure you would find it quite dull. You seem less upset at this situation. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Да, неловкий момент. Do you know Matriarch Benezia? Do you know President Huerta of Earth? I did not think so. Benezia passed through here. You didn't see her? I saw her. You asked if I knew her. I do not. Tell me about yourself. I am Alestia Alice from the University of Arrayas. Is there anything in particular you want to know, or should I just spout random facts? Did I interrupt something? I was meditating. I suppose to a species as brash as yours, it would appear to be inattention. Sorry, I'll leave. Then I will return to my meditations. Так, стоп. Где там карта? Карантинные лаборатории. Нет, давай-ка сначала нижний уровень чекнем. Что-то там да было. А, не здесь. Вот здесь. Метод всех. I know you'd have a cure by now. What do you want? I didn't mean to bother you. No, you did nothing wrong. I'm just distracted. What happened to these people? They're suffering from a toxin. It was an accident. I have a non-disclosure agreement.
I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. And they wanted something that could kill the creature. But there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. Things like that never get out of control. Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. There's a reason the Citadel conventions forbid bioweapons, Doctor. I didn't expect you'd understand. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Is he right to keep people out? No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. I'll talk to him. Maybe I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. The quarantine labs are near the science team's quarters. Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. How's the science team holding up? Better than Ventralis' guards. They've been on alert since the first attack. I've been administering stims at their request. But every species needs to sleep. They're getting twitchy, irrational. Are you the doctor here? I'm our doctor, but not the doctor. My specialty is microbiology, not first aid. We had a medic, Dr. Sala, but we lost him. The automatics can handle basic treatment. Mira runs them. Talk to you later. I hope you can do something. Что-то я упускаю. Как будто был еще где-то один отсек. Так, ну вот смотри, тут комната охраны, да? Вот тут. Стингер 6 вроде все равно фигня. Стилет уже лучше. Охрененное управление. Я вообще не двигаю мышкой и просто пытаюсь подвинуть гребаную карту. Но мышкой зато не сдвинуть вниз. Ладно, пошли поговорим с этим капитаном еще раз. Надеюсь, у меня хватит красноречия хотя бы на него. Something you need? I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. We're not part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra metagel. Yeah, but you also have extra guns. All right, you want to gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. He'll run a full scan before he'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Great. We'll be stuck unless he decides we're healthy. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. I've got work to do. You and me both. Так, и куда это теперь? Наверное,
наверное, вот теперь мы можем в карантинную лабораторию зайти без вмешательства с охраной. Наверное, это максимум, что удастся выжить. Хотя я помню упорно, что где-то, да, действительно был этот волос, с ним можно было поговорить, но что-то я не вижу этих дверей. Турели здесь по-прежнему враждебны. Ничего не изменилось. Единственный возможный вариант без прямой конфронтации только здесь. Странно. А, вот и наш как раз-таки волос. You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. I need to know more about those things out there. About the rachni? Don't screw with me, they can't be rachni. The Krogan wiped them out 1,000 years ago. They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Crazy? I'm sane. God, am I sane? Так. I need to know everything about the rachni. I told you all I can. We brought the rachni back from the dead. In retrospect, a bad decision. Could Matriarch Venezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. Ну да, то, что они чувствительны к биотике, это мягко сказано. Я помню, как я их солдатам расшвыривал. Ну, точнее, не солдатам, а штурмовиком. Could Matriarch Venezia survive Это in the вот hot это labs? только что ветка была. The specimens were sensitive to biotics. I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Answer the question. Doctors on Newa. We were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram, and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. I closed the door. I killed her. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. Он сказал absolution. А это переводится как отпущение грехов, разве? I'll be leaving now. Gotta keep the mood light. I mean, if you don't laugh, you'll... Yeah, you just have to. Да, все на нервике, это понятно. Так, вот тут у нас две двери снова. Одна это лифт в столовой, одна вот та лаборатория с лекарством, и одна это долгий-долгий маршрут.
Вроде оно. You're not part of the crew. Call me Shepard. I'm a Spectre, sent by the Citadel. There aren't any human specters. Look, Plague doesn't care who you are. This lab is under quarantine. What do you want? I have Ventralis' permission to go in there. Yeah, he radioed. He also said you have to prove you're not contaminated to get out. You got a death wish? You should stand watches on the barricade. Тут логика. Да, ему сообщили, однако нет, он ни хрена не будет просто пускать нас сразу. Надо пообщаться. Your mission ends here, Shepard. What the hell? She's surrounded by Geth and pointing a gun at us. Shoot her! You're not as stupid as you look. Weapons free! Круто. Это вам не биотика. Да, молодцы. Жалко, что прерывания крутые появляются лишь во второй части. Когда просто во время диалога ты действительно говоришь: стреляйте в нее, и они берут и стреляют прямо во время диалога. Так оп, и все. Нет, стоп. Ну и, собственно, охранника на выходе не будет. They came out of there. That door's locked. How can I get in? A team lead would have access. Like Dr. Cohen. He's in the medical bay. How can I get into the maintenance area? A team lead... I'll be leaving now. Yeah. Ну, теперь вернуться обратно, сообщить ему, что создали лекарство, получим пропуск. Медучасток у нас вот здесь, ближайшие двери. Почему стрелочка на ученом? Where did they come from? Were they in the lab? I never went into my security. Просто на одном уровне. Is that the cure? You did it? I was ambushed in the lab you sent me to. If you set me up... You were attacked? I don't know anything about that. I hate conflict. I've never even fired anyone. I have my receptionist do it. Look, the guards, they've been more on edge since you got here. I think they were expecting you. And there are more labs in the back. The guards won't even let me back there. Just people with clearance. What about the maintenance area? You have access to that? The maintenance area? Yes. Take my pass. But there's just snow back there. Let me see that file. An extension on Philip's work? I thought he was on the right track. I can't thank you enough. That... Oh, God, what a cliché. You saved their lives. Do you know that?
Could you spare a few medical packs? They're worth their weight in gold up here. You didn't get these from me. Ventrollis wanted them saved for his people. I need to administer this. Thanks again. Герой плюс 24. Вот это мощный буст. Но тем не менее, обаяние это не сдвинуло. Так. По идее, теперь тот техотсек должен нормально идти. Можно я просто буду листать гребаную мини-карту? Защищенная и аварийная лаборатория. Черт, ну и в какую мне надо, а? Надеюсь, я правильно иду. Помню я этот просто снег. Это, кстати, эффект криопатронов. Да, надо было давно уже поменять им. Если мои патроны идут тупо в универсальное увеличение урона, то им надо его регулярно обновлять. Конечно, ничего интересного. В основном только стволы со славянскими фамилиями хоть что-то из себя представляют. Меня не волнует, что говорят в гласте. Связь с целыми колониями пропадает. Гамма-аида. А вот это та защищенная лаборатория. И вот матриарх Бенезия. Пожалуйста. Лучше хватать пистолет, потому что сейчас будет замес. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. We don't have to fight. You can return to the Citadel with us. I think not. Типа стазис. Да. Десантницы Азари, мягко говоря, падают очень легко. А то теперь геты. На них у меня уже ответ заготовлен, что называется. Классовый. Вот логика, выбегало два гета, в результате мы имеем...
еще? А вон там еще один. Последняя волна, и потом убиваем ее. Я одна из могущественнейших матриархов Газари, но что-то мне нехорошо. Я просто 3 раза ручку провела и открыла дверь. И да. Последняя наша спутница Азари, напоминаю, Лиара, это мать. Если взять ее сюда, особо ничего не изменится. Разве что у них будет проникновенный такой диалог, когда она сдохнет. Ай, опс. Шатдаун, мазерфукер. This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. I expected better from Asari commandos. I will not betray him. You will... You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions. Briefly, but the indoctrination is strong. How can he compel you? He's not even here. People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You would do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size, and its power is extraordinary. Sovereign's not like other ships. Where did it come from? I cannot say. The Geth did not build it. Its technology is far more advanced than that of any known species. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. Tell me where the Mu gate is before I lose my temper. Of course, Commander. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's location isn't enough. We need to know where to go from there. Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should... Oh, you should... Die. Опять я в стазисе. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on. We've got Netagel. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. No light. They always said there would be a... Извините, что не лью слезы. Но хрен там, это еще далеко не вся миссия. Прям вот далеко не все. Так, уничтожение второго уровня. Это хорошо. Проще добить это, а потом уже идти на классовую. Так, Эшли, ты у нас первую помощь качаешь.
Рекс, ты продолжаешь... А нет, у него уже все тут. Да, у Рекса теперь максимум живучести. Так, метод интерфейс 6. У меня 5-й. А, стоп, это кинетический. То я завис, что-то не то со свойствами. У него резист с токсином. Это хорошо. О. Как же здорово иногда вспоминать, что вообще-то еще были такие апгрейды. И да, выбор, который на самом деле не особо-то и выбор. О да. Рахни они и такое могут. This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Who am I speaking to here? We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are rachni. I didn't come here to talk to bugs. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved. They will only cause harm as they are. I'm more than willing to wipe them out. Such discordance bodes ill for what we must compose here. Before you deal with our children, we stand before you. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? There are acid tanks rigged up on that thing. Set them off. Millions of my ancestors died to put these things down. Don't let them come back. We'd be making a whole race extinct. I don't want that on my conscience when I go to the final judgment. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. If I let you live, would you attack other races again? No. I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know. We were only an egg, hearing Mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place, the last echo of those who came out from the singing planet. The sky is silent. I won't destroy your entire race. You'll go free. Are you stupid? Your people didn't fight these bastards, so maybe you don't get it. Are we any better if we kill them all? Do what you want. My people will clean up this mess later, just like we did for the Solarians. You
will give us the chance to compose Я обычно anew. Рекса с собой не брал на эту миссию, так что это был новый для меня We диалог. will sing of your forgiveness to our children. Great. Bugs are writing songs about you. Mark my words, you'll regret this. Ну и да, просто еще потому, что это, блин, путь героя, но все равно хрен тебе, а не последние 2 очка. Вижу точки, но не понимаю, откуда они. А, вот тут маленькое, но насыщенное, блин, местечко. Are you here to secure the situation? If by secure you mean shoot every monster I see, sure. I am certain you are having strong feelings. But what has happened here, it is our fault. You understand? I understand that we'll be dead soon. Talk fast. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries. This is miraculous. I'm not sure I would qualify this as a miracle. Binary Helix planned to clone Rachni, mass produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They're thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days. This is how they spread so quickly. Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. Are you telling me I shouldn't kill these things? Actually, I was to tell you the opposite. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Give us a minute to Sure, catch up. sure. I wait here. Mother always say I would meet a bad end. Connecting. I have full
access to the I need the information on neutron purge is a fail-safe system installed within the isolation tube area. In the event of irretrievable containment loss, it is used. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. О, да. Диалог забавный. Sic semper tyrannis. That is not the correct Who would have code. those codes? Director of Operations Yaroslav Tartakovsky, or any executive officer of We're moving on. Logging you out, Commander. Как ты меня бесишь. Мужик, что тебе мешало сказать, что это просто карточку дать? I don't have time for this. The matriarch. I do is fail safe. You understand? You leave. I am feeling not so well. How do? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira destruct. Кинематографичность. Ну ты там это... Не жмотился бы зато. Глядишь бы и жив остался. Ща будет им шон. Потому что полезут они просто из всех щелей. We're moving on. Да Logging твою you мать. out, Commander. Online. How can Activate I the help? neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. О да. Ну, только перегрева мне не хватало. Так. Увлекся. Забыл, что их атаки игнорируют нахрен щиты. Да сколько вас там нахрен еще? Воюйте нахрен. Я один их всех не перестреляю. Вот так бы сразу. Ой, тут я увидел кучу красных точек. Ну его нахрен. Да, крутые парни, если это не знаю. Все. Эта миссия наконец-то подошла к концу. Садимся на монорельс и убываем обратно. Долгая миссия. Я бы сказал, чуть ли, наверное, не самая долгая на всю игру. Ну, хотя, вообще, на Ферросе тоже долгая. Это вот Ляру быстро достать. О, да, брифинг. What's our next move, Commander? Head for the Mu relay? The new relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander's right. We can't rush off blind. We need more to go on. What about Liara Tassoni? The matriarch's daughter. Isn't she some kind of expert on the Protheans? Yeah, right. Her mother was working for Saren. I bet she is too. Venezia helped us in the end. Maybe Liara will too. At the very least, we should head for the Artemis Tau cluster to find her. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't looking? We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander. This is a tough mission. We're all on edge.
Everyone go get some rest. Crew, dismissed. Noveria report is away, Commander. You want me to patch you through to the Council? О, да. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Is this report accurate, Commander? You found rachni on Noveria? And then released the Queen. Do you have any idea what you've done? How many generations until they overrun the galaxy? This queen is different. She understands why her kind had to be wiped out last time around. I hope you're right, Shepard. Our children's children will pay the price if you're not. We'll be waiting for your next report, Commander. Угу. Ну, это еще ладно. А вот теперь точно должен быть диалог с Джокером новый, температурный монитор. Да, самое время изучать температурный монитор. Why am I glad to be off of Noveria? I don't know which was worse, the cold or the corporations. One will freeze your balls off, the other will sell them out from under you. With all due respect, Commander. I have to go. Alright, see ya. Управление орудиями. Точно, идти шопиться. Я ж наконец-то могу быть нормальным человеком, у которого снаряжение не перегревается. Ну хотя как, почти. На самом деле мне еще улучшенный радиатор, но классовые обилки сойдут. Ах да, мой персональный шкафчик вроде еще должен быть доступен. Нет? Кайда. Кайда, но боже, ты дашь мне новый диалог. Надеюсь. Только звездани, что нет. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Or off the record? Alenko, when it's just you and me, you can consider it off the record. That's a generous attitude. Okay. I think there's something wrong with all this. This Saren is looking for a lost mass relay to who knows where, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. We've got our orders. Belly aching won't change them. I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. I heard all about that. How companies would arrange accidents to expose people to element 0. There was never any proof of that. It's not what happened in my case, anyway. My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics, a little after the discovery of the Martian ruins. It only gets iffy around 63 when Kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. A bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump Zero. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official. Я был в системе Гагарина, но я не видел там станции Гагарина. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's потому where что they did это all the солнечная goose chase система FTL всё-таки. research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and Kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. You were all teenagers. I'm sure you found other ways to occupy the time. I'm not the sort who does that kind of thing, Commander. Not lightly, anyway. There was a girl I spent a lot of time with. We kept our clothes on. Rana. She was from Turkey. Her family was very rich. But she was smart. And charming as hell. Beautiful. But not stuck up about it. I think you'd have liked her.
Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything Canadics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. Jump Zero's a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. Alenko, there's no regulation that says you can't be friends with your commander. I appreciate that, Commander. I just don't want you to think that I'm a whiner. Besides, I've got my past squared away. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? Killing Saren's, what was Benezzi anyway? Second in command? Advisor? Anyway, it should set him back a bit. I guess we'll be the ones to tell Dr. Tassoni. It's a hell of a thing to drop on her. Any opinion on the Rachni? Off the record, if we had the option, I'd as soon have left it to the Council. We weren't out here during the Rachni War. I'm not sure we have any business getting involved. Ну, отчасти верно, но, блин. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Планета не подчиняется Совету, поэтому тут в любом случае не получилось бы это... О, все-таки... Ай, в принципе, ничего хорошего. Если что, я сейчас только еще раз пробегусь по всем спутникам и закончу, потому что я ведь не стримлю, я пишу, значит, место на диске уже, скорее всего, кричит за шоты так с нами. Так, миссия долгая была. Не удивлюсь, если там уже 2 часа накапало. Commander, I wanted to thank you. Да, этого диалога еще не What было. for, Garrus? For everything. Taking me with you, letting me be part of your team. I've learned a lot. Thanks, Commander. You're welcome, Garrus. Ну, это такой. Ни о чем диалог. Never a dull moment with you, Shepard. You ever go on any missions like ours before? Saving the galaxy from certain destruction? No. But I've had my share of adventures. Do you remember any that stick out? A few. I remember one time I was hired by a Volus diplomat. What an ass. I guess even politicians have need of mercs from time to time, huh? Time to time. If it wasn't for politicians, I'd be out of work. They're always looking for ways to get ahead. This one was no different. He wanted me to erase his past. Get rid of an old friend who knew too much. Huh. His old friend turned out to be an Asari commando. I can see why that might give you pause. What? No. Alina and I were old friends. Sort of. We met when we were both contracted to kill the same Turian. Neither of us wanted the other one to get him first. We spent more time fighting each other than tracking that Turian. An Asari commando mercenary? That's unusual, isn't it? I wouldn't say it's unusual. Mercs come in all shapes. Anyway, when I told Alina about the diplomat's contract, she and I had a good laugh about it. So what did you do? Well, I was going to lose the contract, but I respected Alina. In the end, I let her pick the location where we'd fight. She chose some old Solarian space station overrun with mercs and smugglers. That way we didn't have to worry about hurting any innocent bystanders. She always was a bit of a softie. What happened on the station? What didn't happen? For 2 days I chased her through that station, used my entire store of ammunition,
Had to kill a bunch of mercs and use their crap weapons. By the third day, the station was barely holding together. The mercs were dead or gone, life support was failing, but I had her. She'd locked herself in the med labs. She was trying to patch herself up. Damn tough, that one. Then just when I thought I had her, the station's core went critical. Barely made it back to my ship in time. Вот он говорит, что расстрелял весь запас амуниции. Вот только, ну, оружие-то не требует боеприпасов. Если только имеется в виду что-то реально крупного калибра, там гранатометы или что тут еще есть. Потому что вот с этим все по-прежнему. Просто не представлено в первой части, во второй большей частью. I assume the Asari Commando didn't make it? I watched the station from a distance. I never saw her leave. And when that place blew, there was nothing left larger than a Turian's right nut. So I headed back to the diplomat to give him the good news and collect my pay. But before I got halfway there, Alina sent me a message. Better luck next time. Now, I'm not superstitious, but if someone can survive that, well, they deserve to live. At least for a bit longer. What about the diplomat? He wanted her dead. I told him the truth. Alina was still alive and she was really pissed. I told him if he wanted to live, he'd need me around to protect him. And he believed you. He kept me on as his personal guard until he died. Natural causes. Easiest job I've ever had. A little boring, but credits are credits. So long, Rex. Shepard. Так, ну... Диалог у Тали даже не знаю, будет или нет, но у Эшли точно будет. Shepard, I'm glad you're here. Good to see you smiling again, so to speak. I'm sleeping much better now. I guess I'm getting used to how quiet your ship is. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First, we stop Seren. Then I'll worry about my own problems. I should go. See you later. Так, еще немножко записи. Something I can do for you, Commander. Carry on, Alex. Aye, aye, Commander. Вот Адамс, Чаквас, два персонажа, у которых вообще диалогов новых не появляется. Прям ни при каких обстоятельствах. Oh, before I go, you said you're serving with Commander Shepard now? We saw him on the news here. He's cute. Later, sis. Tell me you didn't hear that. You're her sister, I assume? Until I get home and kill her. That's Sarah, the youngest. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. Did your father serve with the fleet? Yeah, took any crap posting he could get that offered space time. You know what? He worked his ass off trying to get recognized, but he never made it above serviceman 3rd class. He was real proud when I made chief. First thing he did was salute. What about your mother? You haven't mentioned her. You must know what military wives are like. Strong because they have to be, able to raise kids while Dad's away on a 6-month cruise. She has a degree in planetary geology. She and Dad both wanted to see new worlds. She gave up her career to raise us, though. You have more than one sister? Sounds like a big family. Yeah, I'm the oldest, then Abby, then Lynn. Sarah's the youngest. She's still in high school. Бедный With батя. 4 girls, Dad used to say he felt more outnumbered at home than on maneuvers. Да-да-да. Where did you grow up? All over. Same as you, I expect. We transferred a half a dozen times before I finished grade school. You go where personnel command sends you, right? I guess that's why I'm so tight with my sisters.
We'd have to leave all our friends every 2 or 3 years. I was an only child, but I get the idea. At least one of my parents was always on duty. Yeah, military families, eh? With schedules like that, it's a wonder we ever have kids anymore. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Sounds like a story. Feel like sharing? Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did, Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobog. Same cluster, but a dozen LY away. Close enough to talk regularly, Звучит больше как far to make it back Чернобог. to Вроде был emergency. такой I славянской couldn't afford past мифологии. packet flight. Sounds like that situation didn't last. Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, because he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. Why didn't you tell the police? She said it wouldn't solve the real problem, and she and Mike would both become household names. It was a small colony. I said it was her call to make, that we should let her do it her way. Mom was pretty pissed about that. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided to learn the sword. She always was a little weird. Likes big skirts and tops you have to tie her into. They do great things to her figure, though. So, what did you learn? One of Dad's friends taught me Marine hand to hand. You traveled all the way home to walk your sister to school. It was only a dozen light years, like a day's cruise. It's not like I was going to Earth or something. My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk, and there's blood everywhere. That's unbelievable. Sarah must be as good as you. Better. I'm more or less a straight-up puncher. When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was going to end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. And she hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Да уж, история странная. Your sister's something else. But you didn't mention your father at all. Was he on deployment? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments. I never thought I'd hear you reciting poetry. Just because I can drill you between the eyes at 100 meters doesn't mean I can't like sensitive stuff. Just don't spread it around. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. So behave. You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper. He's with God now.
That's not a problem with you, is it? That I believe in God? Everyone has the right to believe what they want. Says so in the Alliance Charter. Only with fancier words. I'm glad you're open-minded about it. I've met a few people who are really weirded out by my faith. Because I work in space, I can't believe in a higher power? Jeez. Кстати. Hello, have you people looked out the window? How can you look at this galaxy and not believe in something? I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. Слушайте, вот один в один практически этот же диалог был вставлен в Андромеде, но уже другому персонажу. Вот реально, один в один. То, что я не могу верить в Бога, если летаю в космосе, что посмотрите в окно, там целый мир, вот один в один спижено вставлено в Андромеду. Один в один. Только уже совершенно другому персонажу. Вот это я понимаю, лень уровня. Просто. Я просто с Эшли этот диалог не всегда держал. Наверное, только если Ляру не освобождать. What's your opinion on the last mission? You mean the Rachni, right? Like I said, killing a whole race isn't something I want on my conscience. You made the right decision, Skipper. You know, when we pick up that Asari scientist, we'll have to tell her we killed her mom. That's gonna suck. Just saying, Skipper. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, Skipper. Теперь она меня называет не сэр, а шкипер. Ну так, мысли вслух. Ладненько, я думаю, это все на эту серию. Следующая, скорее всего, появится довольно быстро, потому что выходные у меня еще впереди. Надеюсь, кто-то из вас досмотрит до этого момента. Всем спасибо. Всем пока.